Всем привет, с вами Гидар. Сегодня я вам покажу, как я веду учет своих оценок. Так, заходим сюда. Сперва, чтобы скопировать файл, вам нужно перейти под комментариями и перейти по ссылке. Там у вас выведется вот такая табличка примерно, и нажать на файл и создать копию. После этого она скопируется в ваш Google Docs, и с ним можно делать все, что угодно. Вот так выглядит таблица. Сверху у нас предметы, математика, русский и так далее. Здесь под ними читается среднеарифметический. Здесь пишем причину, можно писать, можно не писать. И самое главное, здесь заполняем оценки. Например, понедельник по математике я получил 5. Вот так. И здесь автоматически уже меняются среднеарифметические и данные по всей таблице. Здесь фиолетовым обозначаются понедельники, а одни и те же дни, они другим цветом. Все остальные розовый цвет имеют. Например, зачем нам так писать? Это для того, чтобы вот в один день, например, по сочинению я получил 4 и 5 по-русскому. И напишу 4 и здесь 5. Здесь учитываются дни. Так, здесь есть основные знаки, это 2, 3, 4, 5 по пятибалльной шкале. Еще это вопросительный знак, это означает то, что вы не знаете, какую оценку должны поставить. И у нас есть решетка, это означает то, что в этот день, например, по контрольному по химии я исправил оценку. А в дальнейшем ставьте по-другому другую дату, где вы исправили. Так, здесь сверху у нас дни написано, которые учитываются без дубликатов одних и тех же дат. Здесь количество оценок, которые всего вы получали по дням. А здесь все оценки, которые у вас есть. Например, я получил 96 пятерок за 48 дней получилось. Здесь количество дней, которых я получал оценки, здесь сумма. Вот здесь отображается по дням, например, чтобы легко было понимать. Вот здесь 14.10 я получил четверки и 2 пятерки. 1 четверку и 2 пятерки. Есть основная таблица, список предметов, которые нужно обязательно заполнить, чтобы в дальнейшем вот так изменять, например, история, русский и тому подобное и так далее. Автоматически здесь тоже меняется. Здесь у нас классы для 11 и 10 классов. Ну, можно поменять здесь название, например, 1, 2, 4. И здесь пишется, например, пятерка и тройка. И у нас уже среднеарифметически самостоятельная ситуация. И тоже также для аттестата. Здесь предметы тоже можно опять же список выбирать. А здесь данные, самое главное. Например, общество у меня всего 1 двойка, 1 тройка и 5 пятерок. И среднеарифметическая. Так, и самые интересные таблицы это вот они. Начнем с обзора для отличников. Здесь показывает то, что нужно для того, чтобы оставаться отличником или наоборот стать отличником. Например, чтобы мне стать отличником по истории, мне нужно 9 пятерок. Это оранжевым цветом, а ядовито-зеленым означает то, что уже цель выполнена и можно ничего не делать. И чем больше здесь отрицательно, тем лучше. Вот, например, здесь я уже показано, что я могу получать по физике 5 четверок и оставаться отличником. Среднеарифметическая будет выше равна 4,5. Также для ударников и троечников. Например, я могу оставаться троечником, несмотря на то, что я получил, например, по русскому 229 двоек. И я останусь все равно. Здесь диаграмма по оценкам в процентах читается, например, 99 пятерок. Это 76 оценок всего в сумме. Для разнообразия. Так,
Если у вас не хватило строк, у вас больше там 15 предметов, здесь есть плюсик, если нажать, то дополнительно появляется. Также здесь меняем список и здесь выбираем ОБЖ, например, и так далее. И здесь можно столбцы менять размером по-своему. У меня удобно так. Также здесь скрыт еще таблица, это для дополнительных. И здесь вот эту таблицу лучше вообще не трогать. Здесь идет все расчеты для этого. Также у нас вторая таблица. Всего у нас 448 строк. Думаю, достаточно, если нужно, можно увеличить. Также все то же самое, предмет. И здесь тоже отдельно читать. Здесь у вас больше четверть, 1, 2, первая четверть, вторая четверть, третья, четвертая четверть. Просто создаем копию. И также делаем. Потом для тех, кто сдает ЕГЭ, я сделал по русскому, по математике и по физике отдельные таблицы, которые можно писать, например, 25 первичных баллов по русскому, и тебе вторые читают. Так же самое по математике и физике. И здесь отдельная таблица тех, где написано задание и баллы. Например, первичные баллы, например, по русскому 26 задание, 24, а где пустое, там нет. И всего вторых. Это для 2021 году, сейчас уже изменил. И список, когда будут оценки, когда будут ЕГЭ. Здесь еще вот эта сумма всех предметов. Еще можно вот так выбирать. И все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, что вам понравилось, что нет. И задавайте вопросы, отвечу. Ждите также новых видео.